Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и сад Александра. В этом видео мой любимый и очень особенный рецепт – соленые огурцы на зиму. Но не обычные, а супер-гипер-витаминные. Попробуйте такие приготовить, я уверена, не пожалеете. Скажем так, я буду сначала солить огурцы и затем ферментировать уже засоленные огурцы в домашних условиях, используя традиционные приемы солений корейской кухни, так называемые кимчи. В итоге получим кимчи-огурцы на зиму. Поверьте, это очень вкусно и очень полезно. Для приготовления таких соленых огурцов нам понадобится примерно 5 килограммов свежих огурцов, соль, вода, 2-3 больших репчатых луковицы, а также очень экзотичные ингредиенты, которые в европейской кухне для соления огурцов мы обычно не применяем. Но давайте все по порядку. Кстати, если вам нравятся мои видео и они для вас полезны, не забудьте поставить лайк и подписаться. Вам это ничего не стоит, а для увеличения показов и роста канала это очень важно. Заранее вам спасибо. Но вернемся к рецепту. Сначала я мою огурцы, затем режу на небольшие длинные дольки и замачиваю в таком виде в солевом растворе на 2-3 часа, пока огурцы не станут мягкими, как тряпочки. Вот как это выглядит. Затем, как только огурцы отдали сок, я сливаю солевой раствор и начинаю подготовку смеси специй, в которой и буду ферментировать засоленные дольки огурцов. Мне понадобится сухая морская капуста, ламинария. Ее нужно замочить в холодной воде для набухания, а затем хорошенько промыть под проточной водой, чтобы удалить остатки примесей морского песка. Также нужно морскую капусту после тщательного промывания отцедить через дуршлаг, удалить остатки воды. Пятьдесят 6 грамм. Теперь приготовим мучной клейстер. Он будет служить основой для заправки специй, обволакивать поверхность огурцов и напитывать их специями постепенно для получения лучшего вкуса. Для мучного клейстера, чтобы ферментировать 5 килограммов огурцов, вполне достаточно 200 грамм просеянной пшеничной муки высшего сорта и 1,5 литра воды. Сначала я растворяю пшеничную муку в холодной воде, достаточно пол-литра, а затем выливаю полученную мучную суспензию в кипящую воду, 1 литр. Я предварительно довела эту воду до кипения и так завариваю муку до состояния клейстера. Если же мука плохо заварилась, можно, постоянно помешивая, прогреть этот клейстерный раствор еще 2-3 минуты на небольшом огне. Клейстер основа готов, его нужно остудить перед дальнейшим использованием.
Осталось дело за малым. Нарежем лук, очистим свежий чеснок. Я беру большую миску из нержавеющей стали, туда помещаю нарезанный репчатый лук и хорошо промытую морскую капусту. Затем готовлю смесь специй в мучном клейстере с помощью блендера. Использую имбирь. Лучше, конечно, свежий, но у меня сегодня сухой. Также понадобится перец чили, красный острый перец и красная паприка. Все это нужно смешать в блендере и затем добавить к смеси репчатого лука с морской капустой. Как только содержимое хорошо размешано, добавляю огурцы, предварительно слив с них солевой раствор, и снова все хорошенько перемешиваю до однородной консистенции. Теперь я приготовленные огурцы сложу в большую нержавеющую кастрюлю и отправлю под гнет примерно на 3 дня. Пусть ферментируется. Кстати, напишите в комментариях, как вы солите огурцы на зиму. Если не сложно, поделитесь своим рецептом. Многим зрителям канала это наверняка будет интересно. Все, наконец особые острые соленые огурцы на зиму готовы. Пора раскладывать по банкам и отправлять на хранение. Обычно я храню такие огурцы в подвале, укупоривая пластиковыми крышками, которые предварительно распариваю в горячей воде для получения большей герметичности. Те же огурцы, которые будем есть очень скоро, я после наполнения банки просто закрываю крышкой и отправляю в холодильник. А те, что предназначены для длительного хранения, сверху еще заливаю растительным маслом и тоже отправляю в прохладный подвал. Скажу по секрету, вкус у таких соленых огурцов невероятный. И хрустят они неимоверно, хотя никакого хрена в заправке не было и в помине. Попробуйте такие огурцы, засолите у себя на кухне. Уверена, домашним они наверняка придутся по вкусу. Всем спасибо за просмотр, за лайки, комментарии. Мирного неба. До скорой встречи.